всем на домашней кухне моей. Сегодня я хочу показать, как из этой прекрасной скумбрии приготовить два классных блюда, которые нравятся моей семье и моим друзьям. Так как у нас в Аргентине таких блюд не найти, потому что аргентинцы рыбу сырую не едят, соответственно, и не готовят. Ни в одном магазине его не купишь. Приходится выкручиваться самим. Покупаем скумбрию, у нас называется китайский район, в китайском районе. Вот такую. А немножко примороженная, но это уже чуть-чуть растало. Первый этап, что надо сделать, почистить. Почистить все знают как, но есть маленькая тонкость, во всяком случае моей чистки. Перед этим я ножницами обрезаю вот эти вот все плавники. Для того, чтобы приготовить, к чистке подготовить. Этот, вот этот, вот этот. И там тоже, на спинке уже не осталось, вот сзади. И также отрезаю хвост. И отрезаю голову. Голову отрезаю тоже немножко под углом. Под углом это значит вот так направляю нож до половинки здесь. И берем вторую часть. И тоже под углом до вот этой. Вот это мы отрезали. Ладно. Дальше как вычистить внутренности. Это обычное дело. Когда это все вычистим, покажем дальше, как готовить тушку для засолки. Потому что блюда будут два, как я говорил. Первое это селедка домашняя. И второе это копченая скумбрия. В городских условиях, так как все это делаем на 8 этаже городской квартиры. Итак, наша рыбка готовая. Такие тушки уже помытые, почищенные и готовые для разделки. Дело в том, что селедку можно делать целыми тушками, но если хотите, я расскажу об этом в следующем фильме. А этот мы будем делать из филе. Для того, чтобы разобрать на филе, делается очень просто. Вдоль хребта, вот так, делаю два надреза. Раз и второй. Два. Ложу на бочок, вставляю, прижимаешь чуть-чуть и идешь вдоль хребта. Вот получается вот такая филе. Укладываем. Другую переворачиваем наоборот. Тоже находим наш надрез. Прижимаем и идем до хребта. Потому что эта засолка будет называться сухой засолкой. Для того, чтобы засаливать нашу рыбу в сухой засолке, надо приготовить сначала смесь для засолки. Я ее делаю из этих ингредиентов принципиальных. Соль, сахар, перец, горошек, гвоздика и лавровый лист. Больше ничего. Всегда беру в 2 раза больше соли, чем сахара. Раньше пользовался стаканчиками, сейчас пользуюсь электронными весами. Именно приготавливаю намного больше, чем мне надо, потому что оно не пропадает, и потом я его могу сохранить в баночке до следующей засолки рыбы уже готовое. Значит, отмеряю безразлично сколько. Вот, допустим, 160 грамм соли высыпали. Значит, берем 80 грамм сахара, чтобы было пополам. Это принципиально. Остальное сейчас увидим. Тоже, если ошибетесь туда-сюда чуть-чуть, это не принципиально. Вот. Соль и сахар отмерили. Дальше. Так как я буду готовить это с запасом, этот раствор, это с запасом на много засолок. Дальше смешиваю так. Беру этот горошек. Не очень много, потому что очень-очень душистый, гвоздика. Потому что когда перемолит, будет запах душистый-душистый. Ну, после засолки будет все прекрасно. Рвем лавровый лист. Все это в кучу. Чтобы был хороший аромат. Закрываем и все это смелим в порошок. Все это будем молоть. Это помололи, посмотрим, как получилось. О,
Получилось почти нормально, можно еще мельче, чтобы немножко побило больше лаврушку. Опа. Это все хорошо перемешиваем и получаем смесь для засолки рыбы. Она везде будет попадать, все эти ароматы, потому что перемешаны. Вот такая смесь вполне достаточная. Так, смесь готова, рыба готова, приступаем к посолу. Первое, что делаем. Пластиковый контейнер немножко насыпаем на дно вот этого рассола. Много не надо, потому что потом пустит сок и все равно будет очень соленый внизу. Так что вот так. Берем сначала вот этой стороной, ложим рыбу на досточку, берем и начинаем солить. Так. На хвостике будем немножко меньше, а там где тушки немножко больше. На этой стороне можно солить меньше, потому что она будет все равно лежать вниз и вся соленость уйдет туда. Укладываем. Укладываем вот так. Раз, два и три. Теперь этот ряд солим. Учитываем, что рассол будет потихоньку выделяться и стекать в нижние ряды. Соответственно, нижние ряды будут больше просоленные, чем верхние. Но, правда, через 12 часов мы поменяем местами рыбу в этом контейнере. Берем, укладываем теперь вот так. Вверх серединкой рыбу. И просалим то же самое. Хорошо здесь. Так как все специи у нас помолоты, потому они попадают во все щели и равномерно распределяются по филешкам. Все, мы посолили, переворачиваем, накладываем филе на филе. Вот так. Делаем, чтобы поместилось удачно. Накладываем таким образом. И так будем продолжать эти ряды до тех пор, пока не уложим все вместе. Так, рыбу мы засолили. Получается вот так. Это остается, значит, в баночку и на следующую засолку. Оно не портится. Соль, сахар, эти специи сухие не портятся. Значит, накрываем и ставим в холодильник на нижнюю полку на 24 часа. Но рекомендую через 12 часов достать. Все это поднять аккуратно руками и перевернуть, чтобы вот это все оказалось внизу. Потому что нижняя будет более спрессованная и хорошо просоленная. Потом нижняя спрессует эту, и они станут плотными. Потом это уходит до завтра в холодильник. Завтра продолжим, что получилось. Все, прошло 20 часов этой рыбки в холодильнике. Мы решили 24 часа ее не держать, потому что она уже готовая. Покажем, как она выглядит. Вот. Это селедка сухой засолки. Очень плотненькая, хорошо просоленная. Все эти приправы, что мы вчера солили, вот они хорошо распределены по всей селедочке. Вот видно и перчик, и гвоздичка, и лаврушка. Так что посмотрим, какая она получается у нас в середине. Порежем ее на кусочки. И окончательно приготовим. Такую селедку потом можно хранить в холодильнике где-то до 4 дней, 4 дня вполне прекрасно. Если хотите хранить дольше, сразу же сейчас кулечки в отдельные и положите в морозилку. Потом, когда надо будет, на одну ночь опустите в холодильник и на следующий день будет
готовое. Смотрим, как оно в серединке. Так, вот так. Хорошо видно? Хорошо просоленное. Все, добавляем остальные. Посыпаем ее лучком. Обильненько. Вот. Поливаем ее подсолнечным маслом. И наше блюдо готово. Вот, окончательно блюдо выглядит вот так. Приятного всем аппетита. А сейчас мы будем снимать новое видео. Как из этой селедки сделать копченую скумбрию. В домашних условиях на этажах многоэтажки. Потому что, если вы помните, мы солили много рыбы. Некоторую мы оставим на селедочку. А с остальной сейчас будем снимать копченую рыбу. До свидания.